Ребятушки, всем привет! Всех рада видеть! Сегодня я хочу вам показать самый красивый город в Штатах. Реально, это самый крутой город, который я еще успела посетить пока что, а я уже много где была. Я уже сбилась со счета, но это примерно где-то 10 городов, где я именно жила. Так что погнали скорее смотреть Бостон! Бостон — это один из старейших городов Америки. Находится он в штате Массачусетс. Основан был в 17 веке выходцами из Англии, поэтому многие города с этой стороны Америки имеют одинаковые названия с Англией. Остановилась я тут в капсульном хостеле. Конечно, я не фанат хостелов, но цены тут на отели кусаются. И плюс хостела, он находится прям в самом сердце Бостона, и ты можешь обойти весь центр города пешком. Ночь стоит примерно $78. Это очень бюджетно для Америки, и там было чисто. Так, я немного отвлеклась, наверное, я продолжу. Начнем нашу экскурсию с Тропы Свободы. Это 4 километра пешего маршрута по значимым местам Бостона. Начинается она с парка Бостон Коммон. Напротив находится State House. Купол, кстати, выполнен из настоящего золота. Это типа нашей администрации. Здесь заседает законодательство штата. Вход был свободный. Естественно, я захотела зайти внутрь. Меня, кстати, это удивило. Любой может туда попасть. Кабинеты открыты. Здание очень красиво украшено внутри. Есть залы из мрамора, бронзы, дерева, с фресками. Погуляла там, как будто в музей бесплатно сходила. Дальше мы отправляемся смотреть самое первое кладбище Бостона. Здесь похоронены значимые люди. Выглядит оно очень кинематографично. Каждое надгробие украшено черепами или ангелочками. Следующая остановка Old State House. Это уже бывшее здание правительства, естественно, что позже было построено новое. Это очень важное место для американской культуры. Именно здесь была зачитана Декларация независимости Америки. Тем самым они разорвали связь с британской короной, и началось создание Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, Бостон — это единственное место, где я реально увидела, чтобы были по пути твоего туристического маршрута лавочки. Блин, вы не представляете, вот просто насколько я рада увидеть обычную, лавку. И вот там дальше такой небольшой сквер, и там тоже есть лавки. Боже, это я куда-то вообще попала в другую реальность. Также я настоятельно рекомендую вам погулять по району Бикон-Хилл. Он находится сзади State House. Исторически этот район был домом для всей британской элиты. Собственно говоря, сейчас ничего не изменилось. Дома тут стоят баснословных денег. Кстати, я видела много туристов, снимающих здесь жилье на время отпуска. Еще в этом районе есть фейковый дом Скарлетт О'Хара из фильма «Унесенные ветром». Фасад дома не настоящий, он скрывает за собой 2 таунхауса, но дом и правда похож. До сих пор в Америке, как в фильмах, газетки кидают под дверь. Но здесь, видимо, давно уже кто-то не живет, уже вон 4 газеты валяются. Ценники на квартиры в Бостоне. Значит, 4 комнаты, $828 000. Здесь 4 комнаты, $1 300 000. Здесь 7 комнат, какое-то лакшери жилье за 5 миллионов. Это район Бостона, называется он Маленькая Италия, Little Italy. И здесь на каждом шагу кафешки, рестораны итальянские. Вот здесь можете посмотреть итальянский магазин, где продают итальянский кофе, их хлеб местный. Слушайте, магазин прям вот точь-в-точь, как я была в Италии, в Риме. Естественно, оливки итальянские, песто-соус, анчоусы, оливковое масло, бальзамик, куча разного сыра. Здесь же продаются артишоки, оливки, всякие соленья, которые они сами делают. Естественно, колбаса, куда же без итальянской салями и мортаделлы. И все это завершается у нас пастой,
классической итальянской пастой и... Мгм. Естественно, все вывески на итальянском. Смотрите, какая красота. И я везде здесь слышу итальянскую речь. Слышали, да, как они, итальянская мафия просто? Что это было? Даже классический 7-Eleven, который есть на каждом шагу в Америке, у них специальная вывеска. Видимо, здесь какой-то специальный дизайн-код у всех вывесок. Это столб с указателями и всех итальянских городов и их направлений. Но я хочу вам показать его не из-за этого, а из-за того, что здесь находится такая пожарная станция. В общем, раньше, когда у людей не было телефонов, и у тебя случался пожар, то ты сюда подбегал, открывал защитную вот эту штуку и нажимал на кнопку, и пожарная узнавала, что здесь, в этом месте, пожар. И вот тут сверху этот шар, он начинал гореть красным цветом. Но сейчас, конечно же, это не актуально, потому что у всех есть телефоны, уже даже не стационарные, а мобильные, поэтому это просто оставили как дань такому прошлому. Короче, не знаю, почему меня привлекла вот эта вывеска «Панеттерия». Так как я сейчас изучаю испанский, я знаю, что «пан» — это хлеб, и по-испански булочная будет «панадерия». Я решила сюда заглянуть. Они написано, что они работают, нужно идти прямо. Выглядит очень интересно. Так, идем. Что у нас здесь? Вон, я вижу, они продают разный хлеб. Прям нужно вниз-вниз спуститься. Вон, да, пекарня. Вот это место. Раньше здесь были огромные эстакады. Очень шумные, люди здесь жаловались, не могло жить, как по всей Америке, вот особенно в Лос-Анджелесе очень много хайвей, и это, конечно, портит вид города, и это очень шумно, некрасиво выглядит и все остальное. И, в общем, бостонские власти решили еще в 90-х годах, что они уберут эстакады и сделают такие подземные туннели, и вот вместо эстакад они построили парки небольшие с лавочками, со столиками, можно посидеть, отдохнуть, выгулить своих собак, детей, мужей и так далее. И все. И оставили только очень узкие улицы. И вот дальше, если прямо мы пойдем, то там будет видно, что дорога уходит вниз в туннель. Вот этот туннель, и дальше уже машины уезжают уже под землю. С парковкой в Бостоне, естественно, напряженка, потому что очень мало места в центре. И везде висят вот такие таблички, что парковка только для резидентов, для тех людей, кто здесь живет. И также есть еще крытые парковки, подземные парковки, но они все стоят бешеных денег. В общем, ситуация с парковками точно такая же, как в Нью-Йорке. Поэтому в Бостон лучше ехать, естественно, без машины, потому что гулять здесь одно удовольствие пешком. На третий день я собралась в музей изящных искусств. Не буду вас долго грузить музеями, но там было очень красиво. Больше всего мне понравился зал с ювелирными изделиями и бриллиантами. Ну а вообще я пришла посмотреть знаменитые кувшинки Клода Моне и его японскую женщину. Также здесь представлены знаменитые произведения искусства Поля Гогена, Ренуара, Ван Гога, Рембрандта. Я ходила там весь день, но так и не прошла его весь. Музей реально стоящий. Внизу еще находится классный магазинчик. Кстати, людей было очень и очень мало. Тут искусства мало, вообще кому интересно. Еда в Бостоне была вся вкусная. За год в Америке я не ела нормальной вкусной еды, а тут я просто отрывалась. Очень рекомендую сеть кофеен Татте и рынок еды Кинсе Маркет. Если интересно, у меня было 2 коротких видео про еду Бостона.
итальянская каноли в Америке. Ну крем вкусный. Я взяла с амаретто. Я уже чуть-чуть алкоголь чувствуется. Хрустящая трубочка. Внутри крем сливочный с амаретто и миндаль. Ну и напоследок обязательно загляните в Бостонскую публичную библиотеку. Вход, естественно, открыт для всех. Внутреннее убранство просто поражает. Основной зал мне почему-то напомнил фильмы Гарри Поттера. Странно только было видеть студентов с ноутбуками, а не с книгами. Какой смысл идти в библиотеку ради бесплатного Wi-Fi? Короче, Бостон — это любовь с первого взгляда. Совершенно не похоже на остальную Америку. Стильный, красивый, чистый, ухоженный. Гулять по Бостону все эти дни было одно удовольствие. Я всем советую это чудесное место. Если вы хотите продолжать смотреть мои увлекательные путешествия, поставьте лайк и напишите комментарий.